Експертна думка. Друзі, всім привіт! А я запрошую всіх залишатись на хвилі Європа Плюс і послухати останній випуск найкращого бізнес-радіошоу «Експертна думка» в 2021 році. Його для вас, як завжди, проведу я, Денис Каєр. У нас на студійному 20.02 і розпочинаємо сьогоднішній випуск, в якому ми поговоримо про психологію, а точніше про навчання психології. Взагалі все частіше з'являється різних психологів, якісь психологічні допомоги, але у мене відверто завжди велике питання, чи дійсно вони є професіоналами. Я розумію, що у кожного своя методика, я не знаю, там, можливо, якісь там свої принципи, але все ж таки певні знання повинні в них бути, це 100%. Отже, і я думаю, тоді і результати роботи будуть на висоті. От це ми сьогодні будемо говорити з моєю гостею. Я із задоволенням вам представляю Кудрявцева Христина Васильівна, генеральний директор Європейської школи психології. Я вас вітаю, Христина. Добрий вечір. Перше, абсолютно таке загальне запитання. Да? Я, в принципі, завжди мені було таке цікаво. Що потрібно, щоб стати психологом? Ну, окрім, звісно ж, знань, я розумію. Я впевнений, що якісь повинні бути, не знаю, там, навики, або, як зараз модно казати, скіли. Розкажіть, поділіться. Ну, первично для меня это интерес. Вот все начинается с интереса. Где интерес, там талант человека. Потому что, подумайте, вам интересно что-то, что другому человеку вообще не интересно. Вы готовы часами слушать. Вот наши студенты, кто приходит, они говорят, я слушаю 2 лекции в YouTube, 2 книги в неделю по психологии. Интерес. Интерес дает энергию. Интерес дает вовлеченность. С этого начинается. Дальше. Качественное образование. Качественное – это образование, которое основано на мировых стандартах, европейских, потому что психотерапевтические школы самые сильные в Европе, и которое основано на практике. То есть человек должен получать практику во время образовательного процесса. Вот 2 составляющие, которые на выходе дают профессионалам. Угу. Отже, інтереси і навчання. Ну, в принципі, да, можливо, я погоджуюсь. Мені завжди було цікаво, але я постійно побоювався, мені здавалося, що це щось таке неймовірне, психологія. Це там сидіти, закопатися, всякі там філософів вивчати, потім, це ж теоретичну частину треба знати, а потім вже перейти до практичної. Смотрите, психология – это особый способ мышления. Это не про то, что много знать или много читать. Это особым способом думать. То есть психолог – это человек, который умеет считать ту информацию, которую человек без этого мышления не видит. То есть это просто способ мышления. Тренируется он в практике. Когда к нам студенты приходят, я говорю о том, что сейчас вы обучаетесь 24/7. Не в плане, что вы сидите за учебниками, а вы обучаетесь в общении, вы обучаетесь в любой вашей ситуации. Вы едете за рулем, вот сейчас наши слушатели, я думаю, многие... Стоять за рулем, як то кажуть, стоять, це точно. И это тоже, вот все, что с вами происходит, любой опыт, его можно интерпретировать вот через психологическое мышление, это есть обучение. Слухайте, ось така сьогодні цікава у нас тема. Отже, в гостях у мене Кудрявцева Христина, генеральний директор Європейської школи психології. От про це ми будемо сьогодні говорити. Про психологію, про школу, про навчання психології, але обов'язково і про якісь психологічні штучки точно поговоримо. Давайте трошки познайомимося. Спочатку трошки про вас, декілька слів, да? Ну і потім, звісно ж, перейдемо вже до школи. Я расскажу о себе в контексте психологии, как все началось. Все началось с интереса. Когда мне было лет 10, у меня мама работала в центре занятости. И у них был один в городе компьютер на то время. И я на каникулах ходила туда играть в игры. Там, я уже не помню, как это, такие еще примитивные они были. И один раз я пришла, компьютер был занят. Мне пришлось ждать. И я от нечего делать начала перебирать какие-то там методички, бумаги на столе и обнаружила тесты. То есть в то время была программа, что центры занятости, они тестировали безработных для того, чтобы там куда-то их направить. Это всякие там кружочки, трикутнички. Так вот эти кружочки-трикутнички, они меня захватили настолько, что я забыла о компьютере, об играх, и на этих зимних каникулах у меня были протестированы все, кто попал под мою руку. И это была точка входа. Дальше был вот кто нашего возраста, там 30-40 лет, Дейл Карнеги, да, тогда все читали. Вот эти первые книги американские, которые приходили, это просто все для меня было как, не знаю, как какой-то эликсир. Я это потребляла в больших количествах. Дальше был вуз традиционный, который, к сожалению, мое увлечение психологией... Ох, ця традиційна освіта. Вот. И я ушла в бизнес. Но
опять же, вот если к чему-то у нас есть интерес, он возвращается, да, можно какой-то круг сделать, но вернуться. И у меня случился личный кризис, соответственно, как-то я хотела решить свои проблемы и постепенно начала возвращаться в психологию сначала как клиент, дальше уже начала получать образование вот такое качественное в частных школах и постепенно начала практиковать. Вот така моя історія. Нічого собі історія. Отже, в результаті повернулися до того, з чого і починали, фактично. Да, и того, что всегда вызывало интерес. Вот то, с чего я сегодня начала, что для психолога главный интерес к психологии. Вот эта точка входа, дальше уже все вторично. Ну що ж, тепер давайте трошки про європейську школу психології. По-перше, чому то глобальна європейська школа психології? І взагалі, коли, у кого, при яких умовах, не знаю, з'явилася ідея відкриття такої школи? Ну, ідея з'явилась у мене. З'явилась вона в процессе работы с моими клиентами. Я много работала как частно практикующий психотерапевт, и, соответственно, часть моих клиентов, они приходили, решали свои вопросы, и дальше им было интересно. Они спрашивали, вы знаете, у меня проснулся интерес, хочу тоже себя в этом попробовать, куда пойти учиться. Я своих клиентов очень люблю и хотела посоветовать максимально, действительно, что-то стоящее. И вот эти вопросы, они натолкнули меня на анализ. Вот что я могу посоветовать, что я могу порекомендовать. Где-то я очень много обучалась в Украине, в России, за рубежом, и я понимаю, что в этой программе мне вот это нравится, в этой школе вот это, в этом вузе вот это. А вот что-то одно, что собрало бы нужные навыки, нужную практику, нужные скиллы дальше по продаже своих услуг. Это тоже важно для психолога, да, потому что важно и реализовать себя в профессии, не только получить знания. Вот что в пустом храме души не спасешь, да, как вот, у вас должны быть клиенты, если вы идете в профессию. И вот образование, которое соединяет в себе все это, я не нашла. Соответственно, я подумала, почему бы не сделать это. Ну и вот из этой идеи шаг за шагом дальше реализовалась та компания, которая есть сейчас. Існує стереотип, що, я думаю, що багато хто навіть на запитання щодо психолога скаже, що це люди, які працюють з проблемами, з проблемними людьми, з якимись жорсткими психологічними проблемами, да? Але мені здається, що психологія практично скрізь у кожній сфері є. І я, подивившись трошки інформацію про вашу школу, ви там часто говорите про те, що це можна використовувати скрізь. Це так? Прям от скрізь? Абсолютно скрізь. Смотрите, где-то лет 7 назад, наверное, я дала дизайнеру ТЗ, мы оформляли какую-то статью, и я дала ТЗ, найдите мне картинку, которая демонстрирует работу психолога. И, значит, он мне присылает картинку, где кабинет какой-то такой серенький, сидят две женщины, одна другой депрессивней, непонятно, кто психолог, кто клиент, и одна там с платочечком слезы подтирает и так далее. То есть это была жуткая депрессивная картинка, и у меня такое раздражение, думаю, ну как так можно? А потом я поняла, я себе сказала, стоп, у меня такой, случился инсайт о том, что такой образ психолога в глазах людей, что это человек, который работает с чем-то тяжелым, какие-то бесконечные слезы, сопли и прочее. Это как часть, но на самом деле сейчас психология сильно шире, и с каждым годом эта тенденция развивается. Психология уходит в бизнес, и в частности мы готовим сейчас бизнес-психоаналитиков, и это тренд, который есть на Западе, да, все известные бизнес-школы, они тоже в эту сторону идут. Психология проникает в политические технологии, в рекламу, в маркетинг, в пиар, то есть, в принципе, любая сфера, и это не ограничивается отношениями, не ограничивается разводами, депрессиями и прочее. То есть психология – это действительно про то, как человек думает. Я погоджусь, да. Я так, знаєте, як то кажуть, задумався, коли дивився інформацію, і от зараз ви кажете, дійсно, абсолютно погоджуюсь, мабуть, в будь-якій сфері присутня вона. Отже, друзі, сьогодні говоримо в експертній думці про психологію. В гостях у мене Кудрявцева Христина, генеральний директор Європейської школи психології. Христина, давайте трошечки ще детальніше про школу. Отже, взагалі, навіщо вона потрібна? Да? Ви навчаєте психологів чи кого саме? Да? І взагалі, не знаю, які принципи? Ви говорили про практику, значить ви активно міксуєте, я так розумію, теорію з практикою. Трошки про це розкажіть.
Смотрите, школа начиналась как обучение для психологов и помощь психологам в карьере, в том, чтобы люди как-то дальше шли в этом, развивались. Это было начало. Но шаг за шагом мы начали замечать, что все больше и больше людей к нам приходят не только желающие стать профессиональными психологами, а очень много людей из бизнеса, руководителей, собственников бизнеса, женщин, которые хотят в семье улучшить отношения, да, с детьми, детей лучше воспитывать и так далее. То есть вот этот интерес мы увидели, и сейчас, по сути, школа – это образовательная среда, где люди приходят и меняют мышление. Потому что, еще раз, психолог для меня, вот в моем подходе, в том подходе, который есть в школе, это человек с особым способом мышления. И, вот это первично. А все техники, методики и так далее – это уже надстройка. Что касается особенностей образовательного процесса, особенностей методологии, которая есть в школе, я говорю о том, что наша психика работает в двух режимах. Это режим производства и режим потребления. Мы можем либо производить информацию, либо потреблять. Традиционное образование – это потребление. Пришел лектор, вещает с кафедры, и все там записывают, или делают вид, что записывают. Это потребление, и в этот момент развития нет. Производство информации – это создание таких образовательных процессов, когда человек производит свои смыслы, свои идеи, свои мысли, свое видение, и в этот момент идет образование, то есть образование новых нейронных структур, новых когнитивных структур. И вот основной фокус, который мы делаем в наших программах. То есть это производство вместо потребления. И это дает очень быстрый рост профессионализма. А які є, скажімо так, напрямки діяльності? Психолог і психолог, да? У вас же ж, мабуть, точно є якийсь, не знаю, поділ, можливо. У нас есть комплексная программа, базовая, основная. Она сейчас прошла аккредитацию, то есть она приравнивается к уровню магистра психологии. И это то, что базовое. После нее человек может работать в личной терапии, в групповых процессах и так далее. Есть бизнес-психология. Это отдельное направление, где мы готовим психологов, которые работают с бизнесом, с компаниями в очень разных подходах. Это и работа с группами, это работа в маркетинге, это работа в пиаре, это работа в продажах. То есть все через призму психологии. Да, мы улучшаем эти процессы с помощью психологии. У нас есть направление карьерных консультантов. Это специалисты, которые помогают человеку выстраивать карьеру. То есть это такой микс психологов, коучей и специалистов, которые знают рынок труда, знают состояние и понимают, куда человеку можно пройти, и помогают психологически идти в этом направлении. Такой тоже интересная професія. Слухайте, зараз попрошу, мабуть, можливо, привідкрити якусь завісу, да, але реально дуже цікаво. Не знаю, чому ви навчаєте, да, конкретно, там приходять, наприклад, бізнес-психологія, зрозуміло, да, приблизно, так розумію собі, оріол дії, да, де це можна використовувати, а прийшов там студент, ви студентами їх називаєте, чи як? Да. Отже, студент прийшов, до речі, ви набираєте з якого віку, чи є обмеження, до речі? Как правило, это люди 25+. Угу. Тобто можна вже з вищою освітою, в принципі, приходити... Как правило, да. То есть к нам приходят люди, уже которые почувствовали интерес, попробовали себя в разных сферах и решили, мне туда. Угу. Отже, прийшов, і перше ви даєте якісь теоретичні знання, чи як це, чуть-чуть, цікавий процес сам, прям як то кажуть, хочете привідкрити оцю дверцята, да, і подивитися або замочну скважину. Но, опять же, если мы говорим о традиционном образовании, мы привыкли. Теория, отработка навыков, потом практика, если повезет, и как-то через 5-10 лет... Здесь в регионах. Да, человек становится чем-то наподобие профессионала. Сейчас образование меняется. Я сама очень много смотрю, что происходит в мире, в мировых университетах, в том же Стэнфорде и так далее. И сейчас этот цикл такой перевернутый. То есть человек заходит, начинает делать. Дальше необходимо условие для того, чтобы он проанализировал, чего я наделал, где получилось, если получилось, за счет чего получилось, где не получилось, как я могу по-другому. Вообще, если мы говорим об обучении софт-скиллам, то есть мягким навыкам, да, в мире есть тенденция, она будет усиливаться. Если мы говорим hard skill, да, вы учитесь на бухгалтера, вам нужно знать план счетов.
И вам нужно, чтобы его кто-то дал вам. Ну, вы сами не придумаете его, и не нужно. Так вот, про софт-скиллы, а психология – это чистой воды софт-скилл. Тенденция в том, чтобы человек находил решение внутри себя. То есть не кто-то готовые модели давал, а есть задача, и человек находит решение внутри себя. Да, есть куратор, есть преподаватель, который корректирует, который дает обратную связь и направляет, но решение находит человек. И такой способ позволяет максимально творчески работать и максимально авторски. То есть мы не выпускаем психологов конвейерных. У нас каждый психолог, он личность, и процесс образования – это раскрытие личности. Угу. Я зрозумів. Отже, і фактично, людина, яка шукає, людина в собі, умовно кажучи, шукає відповіді на свої ж запитання. Якщо не знаходить, то приходить до викладача. Да, приходит, но она говорит, я думаю вот так вот, Ага. да, то есть не как это сделать, нет, я думаю вот так вот, дайте обратную связь. Мгм. Это абсолютно другой процесс, да, то есть человек все равно свою гипотезу генерирует, і потім уже це обсуждається. А що ще, можливо, є із такого цікавого, з нових підходів, чи, можливо, цікавих якихось практик, може, приклад, який є прикольний? Тим паче, ви говорите, що ви постійно слідкуєте, як це в світових вузах відбувається. Ну і плюс ви ж позиціонуєте європейська школа, значить, як то кажуть, в курсі справи. Зараз світ діджиталізується, постійно, кожного дня щось новеньке відбувається, щось придумується. Вот интересный пример, правда, не европейский, стэнфордский. В Стэнфорде программа по обучению бизнесу для взрослых людей, годовая, серьезная программа. И вот что для меня было интересно. Один из основных предметов – это занятия по развитию креативного мышления. То есть это серьезная бизнес-программа, где люди, там, компании от миллиарда, по-моему, оборот могут туда заходить. Основное – это развитие креативного мышления. То есть это, по сути, то, что делает психолог. Да? Психолог помогает человеку стать креативней, думать более творчески. Вот, по сути, задача психолога, да, потому что, задача психолога не решить, там, не знаю, не вывести человека из депрессии, это может быть первый шаг. Но второй – это дать вот этот импульс к жизни, да, дать возможность думать творчески, мыслить. Творческое мышление – это не только про написание стихов или поэм, да, это про ежедневную жизнь, это про бизнес, это про коммуникацию с детьми, например, это про коммуникацию с любимым человеком. То есть это то, что пронизывает все сферы. И вот для меня было интересно, что в мире вот так к этому подходят. То есть людей не учат финансам, на бизнес-курсе, да, не учат, не знаю, там, правильному управленческому учету и прочее. Учат креативному мишленню. Ми трошки познайомилися вже з вашою школою, а попереду я проанонсую, буду просити нашу сьогоднішню гостю Кудрявцеву Христину, генерального директора Європейської школи психології, дати нам якісь цінні поради. Знаєте, ми зараз знаходимося в кінці року, да, і частина людей, відвертому кажучи, як це знає, правильно сказати, в стані такого вигорання, практично мертва вже, да, що доробляють, як то кажуть, останні дні, а інша частина вже навпаки, як то кажуть, створює плани на наступний рік, не знаю, там малює мапу бажань і так далі, то подібне. От давайте про цих дві, скажімо так, групи людей і поговоримо. Перше, щодо планів. Да? Взагалі порадьте, як психолог, чи потрібно взагалі їх складати? Якщо потрібно, то, як то кажуть, наскільки там конкретно, чи як їх треба? І головне, як їх досягти, тих поставлених цілей та планів? Но важный, мне кажется, такой вопрос, особенно сейчас, когда очень популярны вот все эти бесконечные марафоны, исполнение желаний и так далее, и все это такое бывает, мягко говоря, полупрофессиональное, и к психологии иногда очень-очень мало отношения имеет, и люди делают эти планы, а они не реализуются. Это психологически опасная история, когда я планирую, и потом вижу, что это не получается, и в следующий раз, когда я планирую, у меня уже этот опыт фонит, соответственно, все меньше и меньше шансов, что получится в следующий раз. Поэтому планировать нужно. И желать, все начинается с желания, правда. Вот все начинается с интереса, с желания, с какой-то картинки в голове, с идеи, с мысли. Но рецепт реализации в том, чтобы делать правильные действия в правильном состоянии.
Это легко сказать, не всегда легко сделать. Но что важно? Важно понимать, что я хочу. Не на уровне буквальном, машину, квартиру, много денег и прочее. Важно понимать, зачем. То есть на уровне смысла. Угу. В кожній справі, в принципі, повинен бути сенс. Да, смысл психологически дает энергию, дает заряд, потому что я могу посмотреть Инстаграм каких-то известных блогеров и говорить, я тоже хочу жить в Нью-Йорке, ездить на такой-то машине и прочее, но для меня это может не иметь какого-то смыслового моего содержания, и тогда у меня не будет силы, не будет мотивации, не будет энергии это воплощать, поэтому понимание, зачем мне это надо, вот такое глубинное понимание настоящее, оно решает все проблемы с мотивацией, самодисциплиной и прочее. То есть это дает заряд, и вы идете, делаете и получаете результат. Зрозуміло. Так, тепер на контрасті говоримо про тих, хто, як то кажуть, доживає останні дні до Нового року. Знаю дуже багато таких, які або жуткі трудоголіки, або, я не знаю, або неправильно, можливо, розрахували свої сили протягом усього року. І в кінці все в останню мить, ще 28 справ. Як взагалі правильніше, скажімо так, розставити все, і для того, щоб в останню мить не згрібати все і отак не помираючи, фактично вирішувати якісь проблеми і питання або реалізовувати те, що не реалізував протягом року? Смотрите, здесь надо разделить. С одной стороны, есть такие периоды, как конец года, которые всегда связаны, наверное, это просто надо принять, что так есть, да? В конце года всегда дурдом, всегда много всего. И это, плюс-минус норма. Другой вопрос, когда человек все время, весь год он в таком ритме, или весь год он чувствует себя выгоревшим, человек не хочет идти на работу, ничего не зажигает, ничего не радует. Вот это проблема. Открою большой секрет, что выгорания нет. Угу. Это, вот такие, кто-то это придумал, но на самом деле, да, есть банальная усталость, и есть банальные вот такие вот ситуации, как конец года, когда все скапливается, человек устает, и нужно отоспаться, нужно неделю отдохнуть, и все приходит в норму. Но если человек постоянно ходит на работу с потухшими глазами, постоянно в перегрузе, постоянно в каком-то сложном состоянии эмоциональном, это про то, что человек не на своем месте, и нужно менять. И, слава богу, наше время, вот мы с вами то поколение, которое может менять. Подумайте, просто, подумайте, наши родители, они не могли себе сказать, все, не хочу работать инженером, пойду начну дизайнером работать. Не было такой возможности. Да, то есть был кусок хлеба, и слава богу. Мы можем менять. Есть много образовательных возможностей получить новую профессию, быстрый старт в новом деле. Интернет дает возможности продвижения, рекламы, заявления о себе. То есть, пожалуйста. Поэтому вопрос, если такого много, то, что человек ощущает как выгорание, то это вопрос того, что не на своем месте. Нужно задать себе вопрос, кто я, чего я хочу, что мне интересно, что меня зажигает, что я делаю бесплатно и с удовольствием, например, в свое свободное время, и подумать, как это можно превратить в профессию. Большинство наших студентов так приходят в психологию. Поэтому у каждого есть что-то, что его зажигает. И там талант, там потенціал, в цю сторону треба йти. Отже, друзі, кінець року. Всі люблять підводити підсумки. Ви краще не пишіть ті банальні тексти в соціальних мережах, а просто дійсно самі подумайте про те, що ви хочете в наступному році, що ви хочете від свого життя, що ви хочете від, своєї роботи, своїх цілей і так далі, тому подібне. І йдіть обов'язково до своєї мети, мрії. Я дуже дякую, Христина, за дуже цікаву бесіду. Реально, сьогодні поговорили і начебто і про школу психології починали, а поговорили про все. І в кінці хочу попросити, ми ж все ж таки вже прямо напередодні новорічних свят тут залишилось та вже. Хочу, щоб ви побажали нашим радіослухачам щось, але таке, як то кажуть, з точки зору психолога.
Но вы знаете, перед Новым годом часто люди пересматривают старые фильмы, это советские и так далее. И есть очень красивые стихи в одном из фильмов о том, что нет на свете печальнее измены, чем измена себе самому. Так вот, я хочу пожелать всем в следующем году верности себе, верности своим ценностям, верности своим желаниям, верности своим взглядам. И это есть залог успеха в любом деле. Я можу тільки підписатися під кожним словом. Отже, друзі, сьогодні у мене в програмі була Кудрявцева Христина, генеральний директор Європейської школи психології. Говорили на дуже цікаві теми. Я хочу вам побажати сил, натхнення, розвитку, процвітання. Ну і нехай ваша школа готує дійсно крутезних психологів, які, допомагають людству, не знаю, ставати краще і добиватися своїх цілей. Спасибо большое.